Совсем недавно, листая Твиттер, я наткнулся на один твит, где было сказано, что, возможно, следом за морским обновлением должно идти адское обновление. Я начал гуглить, чтобы узнать, правда ли это, и, как оказалось, 50 на 50. В одном из интервью для какого-то портала про игры Dinnerborn, один из ведущих разработчиков Майнкрафта, намекнул, что в следующем обновлении они затронут Nether, ибо, по словам Dinnerborn, он скучный и не совсем страшный, каким должен быть ад в Майнкрафте. Пока официального заявления от Mojang нет, мы только можем предполагать, что же добавят в новое адское обновление Майнкрафта. Сегодня я выдвину свои теории на этот счет и подискутирую с вами в комментариях на эту тему. Привет, меня зовут Неркин, и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперед за истиной. Хей, ты всегда хотел получить лицензию Майнкрафта? Но у тебя не хватало денег. Это не проблема, ведь есть мой магазин аккаунтов nerkinshops.ru. Здесь вы найдете 3 типа Майнкрафта. Это стандартный, премиум и с полным доступом. Сейчас действуют скидки. После покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах. Также у нас есть множество способов оплаты. В общем, ссылочку найдете в описании. И не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. Сразу скажу, что если у вас есть свои предположения на этот счет, то напишите про них в комментариях. Мне, да и всем будет очень интересно почитать. Возможно, после выхода этого обновления я сделаю видео на тему, что добавили в Майнкрафт из того, что мы написали. Как по мне, это будет мега круто. Начнем мы, скорее всего, из самого очевидного. То, что должно быть добавлено в Незере априори. Да, друзья, именно адская деревушка. Мне кажется, игроки просят об этом у разработчиков с того момента, как появился ад в Майнкрафте. А я замечу, появился он 31 октября 2010 года, на секундочку, почти 8 лет назад. Как по мне, это было бы здорово. Если так подумать, в Верхнем мире у нас есть деревня, в мире края у нас есть город края. А что есть в Нижнем мире? Адская крепость? Здорово, толку от нее никакого. Разве что найти спавнер блейзов и то, кто в наше время варит зелья. Существует довольно много разных модов, которые добавляют подобные деревушки в Нижний мир, но это просто здания. Как обычные деревенские дома в Верхнем мире, только из адских блоков. Намного интереснее было бы добавить адских жителей. Да даже тех же самых свинозомби. Они же нейтральные мобы, пока их не ударить. Они были бы хорошими торговцами. Чем они будут торговать, мы поговорим чуть позже. Растительность. Да, соглашусь, странно звучит, растительность в аду. Но как бы драконов в реальном мире нету. Ну, это спорный вопрос, конечно, но все же я, по крайней мере, их не встречал. Нижний мир выглядит очень лысым. Адский камень да лава везде. Было бы неплохо увидеть какие-то адские растения и деревья. Например, существует такое растение ясенец белый, в простонародье неопалимая купина. Это растения пирофиты. Они устойчивы к воздействию огня. Пожары прореживают их крону, но способствуют их развитию, удобряя почву пеплом. Я как бы ни на что не намекаю, но такие растения могут быть добавлены в Майнкрафт. Из деревьев мне очень сложно выделить какое-либо, ибо толком информации я не нашел. Одни пишут можжевельник, другие кедр, третий ясен. Что из этого правда, непонятно. Но знаю точно, что это дерево будет огнеупорным. Цвет коры будет темно-красным, обволакивающий тускло-серые доски. Соответственно, все, что можно будет сделать с этого дерева, будет огнеупорным, и его нельзя будет поджечь. Никакие гриферы не смогут навредить вашему дому. Было бы прикольно сделать еще с этого дерева специальную лодку, на которой можно плавать по лаве, не боясь поджечь себе зад. Третье — это мобы. Вы только вдумайтесь. В Нижнем мире всего 5 мобов. Скелет-иссушитель, зомби-свиночеловек, лавовый куб, блейз и гаст. При том, что в Верхнем мире их больше 30. По сути, Незер — это более безопасное место, чем Верхний мир. Хотя, казалось бы, должно быть все с точностью да наоборот. На месте разработчиков я бы добавил как враждебных, так и дружелюбных мобов. Возьмем, к примеру, корову. Пока в Майнкрафте есть всего 2 вида — обычная и грибная. Что мешает сделать адско-наростовую корову? Звучит так себе, но на деле она бы выглядела очень страшно, что как бы придавало Нижнему миру своей изюминки. Ведь когда мы говорим слово ад, мы представляем совсем другую картину, нежели ту, которую презентуют нам разработчики Майнкрафта. Адский деревенщина. Сотни картинок в интернете, где люди размышляют на эту тему и показывают, как бы они могли выглядеть. В Майнкрафте очень много вариаций жителей. Ведьма, зомби-житель, поборник, вызыватель. Думаю, сделать одну текстуру для адского жителя не составит большого труда. Дружелюбные мобы — это отдельная каста. Над этим долго думать не стоит.
Добавить всех тех же мобов из верхнего мира, но переделать им текстуру на более устрашающую. Да, соглашусь, звучит это не очень, ведь это будут все те же мобы, но нижний мир не будет таким пустым. Я бы с радостью приручил адского пса или того же самого оцелота. Босс. Как по мне, для разработчиков Майнкрафта это очень больная тема, ведь они с очень большим трудом и очень редко добавляют боссов в Майнкрафт. За почти 10 лет добавили всего 2 штуки: Дракон Края и Иссушитель. Сразу предвижу ваши комментарии. Древнего Стража я за босса не считаю, как по мне это бред. Не знаю, зачем в мобильных версиях Майнкрафта его сделали боссом. Но мы говорим про ад. Можно предположить, что Визер это босс в аду, ибо для его призыва требуют головы скелетов Иссушителя, и после смерти он дропает звезду ада. Но кто вообще вызывает Иссушителя в аду? Есть такие люди? Напишите в комментариях, и я сразу пойму, кто любит врать, ибо никто его не вызывал в Нижнем мире. Когда был Майнкон, Джеб выдвинул моба, которого они добавят в ад, если он победит. Он был похож на более улучшенного Ифрита, и он вполне мог бы стать отличным боссом, и Нижний мир обзавелся бы еще одним смыслом на существование. Если бы его добавили, то это был бы босс, который привязан к своей среде обитания, прямо как Дракон Края, которого нельзя без специальных команд заспавнить в Верхнем мире. Руды. Согласитесь, в Нижнем мире почти нечего добывать, и за исключением светокамней и кварцевой руды. Ценность этих блоков зависит только от вашей нужды. В основном это руды, которые можно использовать для декораций, ну и светопыль в зельеварении. Хотелось бы получить какие-то драгоценные металлы или камни. Помнится, я даже когда-то снимал сборку, и в ней был мод, который добавлял обычные руды из Верхнего мира как бы в адский блок. При добыче ты получал не полноценный предмет, а его кусочек. И из 4 кусочков можно было сложить целый слиток. Ну и соответственно было бы неплохо добавить что-то наподобие изумруда, только для ада. И с помощью этого драгоценного камня можно было бы торговаться уже с адскими жителями. Биомы. В Верхнем мире у нас есть очень много разных биомов, включая их подвиды. В Нижнем мире даже нету такого понятия, как биом. Он там всего лишь один – ад. Хотелось бы видеть в Нижнем мире несколько разных биомов с их особенностями. Например, грибной лес. Не просто грибной биом, к которому мы привыкли. Нет, это зловещий, убийственный лес, в котором можно найти гигантские красные и коричневые грибы. В нем будут находиться грибоподобные мобы, которые при удачной атаке накладывают новый эффект – безумие. Длительность будет примерно 5 секунд, и за это время вы не сможете управлять своим персонажем. Он будет вытворять в прямом смысле безумие, становиться неконтролируемым. Если убить грибного монстра, то можно будет получить предмет, из которого в дальнейшем сварить зелье безумия. Пустыня усопших душ. Чем-то напоминающий собой пустынный биом, но вместо обычного песка будет песок душ. Вы скажете, но по песку душ невозможно ходить. Да, невозможно. Придется прыгать. Это ведь Нижний мир. Как и в пустыне, в этом биоме будут находиться кусты, только выглядеть они будут как кости скелета. Если их разломать, то можно будет получить кости, либо же костную муку. Ровно так же, как из мертвых кустов палки. Темные высохшие кактусы будут располагаться по всей пустыне душ. При соприкосновении будут не только наносить урон, но еще и отравлять игроков. Мобы, они будут, но они невидимые. Каждый моб будет носить золотую броню. В основном это что-то одно из полноценного сета брони. Возможно, иногда в руках у них будет меч. Это агрессивные, злые души, тех, кто не смог спастись. Они будут нападать на игрока, как только заметят в своем поле зрения. Дропать будут скорее всего золото или ту самую руду, с помощью которой можно торговать с адскими жителями. Океаны лавы. Да, скажем так, они существуют в Нижнем мире, но в виде дополнения. Это же будет отдельный биом, в котором можно найти полуразваленные корабли из того же адского дерева или кварца. Если подплыть к ним ближе, то можно увидеть темные обугленные кости, команды матросов и капитана корабля в виде скелета иссушителя, который охраняет свой клад. Чем больше корабль, тем больше живых мертвецов можно найти на корабле, соответственно, лучше клад. Огненные равнины. Подобные к равнинам из Верхнего мира, но полыхающих в огне, в которых можно встретить те самые адские деревушки и мирных животных, которых впоследствии можно приручить. Также можно встретить золотую овцу, которую если остричь, то можно получить кусочек золота, но встретить ее будет довольно трудно. В пещерах под этим биомом можно найти те самые руды, про которые мы говорили чуть раньше. Весь этот биом состоит из полыхающих адских камней и магмовых блоков. Если мы говорим про похождение в Нижнем мире, то не стоит забывать о вспомогающих для этого элементов. Например, новые зачарования, которые помогают ходить на тех же самых магмовых блоках и не получать урона. Сейчас в Майнкрафте существует зачарование, именуемое ледяная поступь. С помощью него можно ходить по воде.
Таким образом, можно добавить еще одно, например, огненная поступь, которая позволяет передвигаться по лаве, не боясь при этом сгореть заживо. Я мог бы рассуждать на эту тему еще очень долго. В голове сотни тысяч идей, мне бы только дай их всех воплотить в жизнь, вы бы увидели совершенно другой Майнкрафт. Но у меня такой возможности нету, к моему большому сожалению. Но у меня есть вы. Напишите ваши предположения, что бы вы добавили в адское обновление, будь вы на месте разработчика. И возможно мы увидим и вторую часть подобного ролика. Если идей нету, то поставьте лайк, так вы покажете, что хотите увидеть вторую часть. На этом все. Любите маму, ставьте лайки и оставайтесь здесь на подольше. Можете также скинуть это видео друзьям. Напишите, о чем вы еще хотели бы узнать, и я постараюсь сделать про это видео. Не забывайте читать описание. Жду от вас подписку и включите колокольчик. Можете также нажать на ролики, которые видите на экране, они тоже очень интересны. Гарантия удовольствия. Если нет, мы вернем вам просмотр. А пока на этом все. Меня зовут Ныркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. И еще услышимся.